Привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю самую настоящую, сочную, с тонкими слоями, глянцевую, просто самую настоящую бакинскую пахлаву. Оставайтесь со мной. Приготовление пахлавы я начинаю с начинки. Здесь я взяла 600 граммов измельченных грецких орехов. Слишком мелко не измельчаю, потому что люблю, когда орехи чувствуются в тесте. Добавляю сюда 2,5 стакана сахара, объем стакана 200 мл и 1 чайную ложку кардамона. И все перемешиваю. Начинка готова. А сейчас займемся приготовлением шербета. Шербет я тоже готовлю заранее, чтобы он успел остыть. К 2 стаканам сахара добавляю 1 стакан воды и варю шербет до закипания. Как только шербет закипит, выключаю огонь, добавляю 1 чайную ложку лимонного сока и 1 столовую ложку меда и все перемешиваю. Шербет готов. Для теста просеиваю 800 граммов муки. Стаканом 200 мл это делает 6,5 стакана. К муке добавляю щепотку соли, 1 чайную ложку сахара, приблизительно 1/3 чайной ложки сухих быстродействующих дрожжей и перемешиваю. Делаем углубление, добавляем сюда 2 яйца, 180 граммов сметаны, у меня самая обычная 15%. 350 граммов теплого растопленного сливочного масла и стаканом 250 мл полстакана теплого молока. Молоко добавляйте постепенно и замешивайте тесто. Тесто очень мягкое, приятное на ощупь. Здесь у меня осталось еще немножко молока, то есть все молоко при замешивании теста я не использовала. У меня ушло где-то 100 мл. С тестом работаем сразу, не надо ждать, когда оно поднимется. Для смазывания слоев растапливаем 400 граммов сливочного масла. Сейчас делаем 14 шариков из теста, 2 больших и 12 маленьких. Большие по 180 грамм, маленькие по 100.
Накрываем и оставляем на 5 минут. Посыпаем стол мукой и раскатываем сперва большой шарик. То есть основа нашей пахлавы, а также самый верхний слой будут шарики по 180 грамм. Основу слишком тонко раскатывать не обязательно. Форму обильно смазываем растопленным сливочным маслом. Диаметр формы у меня 40 сантиметров. И выкладываем сюда нашу основу. Обрезаем края. Из оставшихся краев теста вы можете приготовить мутаки. Смазываем растопленным сливочным маслом. Теперь уже раскатываю тонко второй слой. Выкладываем наш второй слой теста, обрезаем края, смазываем растопленным сливочным маслом и уже добавляем начинку. И таким образом раскатываем все оставшиеся шарики из теста, выкладываем их друг на друга, смазывая сливочным маслом и добавляя начинку. Это уже наш 13-й слой, его тоже смазываем сливочным маслом, но начинку уже не выкладываем. То есть между 13 и 14 слоем у нас нет начинки, так же как и между первым и вторым слоем. Вот уже наш последний 14-й слой. Так же как и первый слой, его тоже не нужно тонко раскатывать. Отправляем в холодильник на 30 минут, для того, чтобы тесто затвердело, чтобы удобнее было резать. А теперь вырезаю в форме звезды. Смазываю 2 яичными желтками. У меня деревенские яйца, поэтому получается такой ярко-желтый цвет. Выкладываю сверху грецкие орехи и выпекаю в заранее разогретой до 170 градусов духовке 15 минут. После 15 минут достаю пахлаву из духовки, пройдусь ножом по надрезам, потому что после выпекания тесто слипается, и поливаю оставшимся растопленным сливочным маслом. И еще раз отправляю в духовку, разогретую до 170 градусов на 40-45 минут. Заливаю горячую пахлаву остывшим холодным щербетом.
Пахлава получилась очень вкусной, сочной, ну просто не описать словами. Обязательно приготовьте по этому рецепту и не забудьте поделиться результатом у меня в комментариях. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Спасибо вам за просмотр, берегите себя и до скорых встреч!